Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 1966 года рождения, дата исследования 28 ноября 2024 года. Область исследования – органы брюшной полости и забрюшинного пространства. Медицинская документация не представлена, анамнез неизвестен. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких, на уровне сканирования, очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров, правильно расположен. Печень КРП 199 мм, КРЛ 94 мм, контуры четкие неровные, нативная плотность диффузно неоднородная плюс 42 плюс 105 ху. По всем сегментам печени визуализируются многочисленные полиморфные, гиповаскулярные очаги диаметром до 61-83 мм с нечеткими, неровными контурами, тенденцией к слиянию. Диаметр портальной вены 12 мм. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Желчный пузырь сокращен. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Холедок до 5 мм. Поджелудочное железо размером 31-20-17 мм с четкими неровными контурами, паренхима диффузно неоднородна, плотность минус 26 плюс 90 ху. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена, селезенка размером 111/47/87 мм, индекс 453 с четкими, ровными контурами, без РДЖ контрастных очагов. Капсула прослеживается на всем протяжении. Надпочечники не увеличены, обычной структуры, Y-образной формы. Правая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки структурна, паранефральная клетчатка интактна. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Левая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки структурна, кровоснабжение почки осуществляется двумя рядом расположенными артериями, диаметром по 33 мм, идущими в ворота почки. Паранефральная клетчатка интактна. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно, без особенностей. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Диаметр аорты и нижней полой вены в пределах возрастной нормы. По стенкам аорты немногочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. В области пупка сформировано грыжевое выпячивание сальника, 20 мм, диаметр грыжевых ворот 28 мм. Заключение. КТ картина секундарного поражения печени. КТ признаки гипотомегалии диффузных изменений ткани печени и поджелудочной железы, добавочной артерии левой почки, пупочной грыжи, атеросклероза аорты, умеренно выраженных дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела позвоночника. Рекомендована консультация онколога. 30 декабря 2024 года. КМН, доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. В исследовании две зоны: брюшная полость и малый таз. На мой взгляд, логично было бы описывать все, но нет так нет. По брюшной полости можно сказать, что в печени множественные метастазы. В остальном нормально все. Вам нужно к онкологу. Вопрос пациента. А там в заключении такой диапазон, большой 61-83 мм. Это он точно не смог определить размер? Или это размер самого большого образования? И в каком сегменте? Множественные метастазы – это больше 10? Или какие-то метастазы 6, а какие-то 8 см, 3 мм? Ответ врача-рентгенолога К. М.Н. Котова М. Наиболее частый диаметр очагов лежит в диапазоне от 61 до 83 мм. Очаги множественные, их много больше 10, они поражают все сегменты печени. Вопрос пациента, просто чтобы отслеживать потом динамику на химиотерапии, чтобы понимать, метастазы увеличились ли, или такими же остались.
Ответ врача-рентгенолога К. М.Н. Котова, М.А. Для этого нужен будет анализ 2 КТ-архивов, а не чтение описания.